Включаем режим стримеров. Ну, да. Это как? Как стриминг он. Это надо переключиться, короче, с Всем привет! Нас зовут Макс и Андрей, и вы сегодня на распаковке. И вы сегодня на распаковке. Ура! Плотневудская распаковка началась! У нас сегодня... Как у нас? У меня сегодня в гостях знаменитейшая персона. Вы ее уже прекрасно знаете по плотневудскому зарубу. Макс. Прошу любить и жаловать. Вот. И у меня сегодня в гостях Анастасия. Настя. Андреевна. Настя. Вот. Просто Настя. Просто Настя. Настя у нас сегодня будет ассистентом. Будет нам приносить коробочки, а мы их будем распаковывать. Сейчас у нас в коридоре лежат даже не одна, даже не две, а в целых 3 коробки, которые мы можем сейчас вместе распаковать. Вот. Первая коробка, которую мы распакуем, принеси нам сразу 2. Там, которые я сейчас принес, где почтальон засунул ее в почтовый ящик. Криво. Совсем криво, это я не знаю, она вообще останется живая или нет, там что-то вообще. Этот пакетик. И еще есть маленькая коробочка, на ней... Нань, вон там лежит. В коридоре, дочь. В коридоре. В коридоре, да, пакетик такой мятый. Мятый пакетик. Принесите нам в студию. Да. Принесите нам в студию мятый пакет. Вот он, мятый пакет. А еще что? А еще принесите нам в студию, пожалуйста, коробочку маленькую. Она очень аккуратно выглядит. И как бы мы попробуем разобраться, что же тут что. Вот. Вот, одна коробочка. Очень аккуратно выглядит. Вот, кстати, пример, обалденный пример того, как вот работают 2 человека. Ну, это магазин какой-то, понятно, да. Тут все отлично. Рокшоп, обалденно. Все, блин, пришло в коробочке. Ты посмотри, как коробка упакована. Она фирменная, можно сказать, коробка, блин. Вообще красавчик. Красавчик, просто красавчик. Вот. А это частник. Это походу как... Я даже не знаю, как его брать, блин. Ужас какой. Когда дневники собирают. Обычный конверт. Обычный конверт, причем один и тот же товар везде. То есть, что тут один товар, один и тот же, что здесь один и тот же товар. Я имею в виду из одного, то есть из одного пошиба. То есть это все то же самое. Те же самые коробочки, да? Ну, вы, наверное, уже догадались, это коробочки какие-то с кариками, как их называют. Вот, от каких мы сейчас все это дело с вами посмотрим. Я, естественно, сначала, вот есть хорошая новость, есть плохая новость. Вот я хочу получить сначала, наверное, хорошую новость. То есть я уверен, что здесь, короче, все раздроблено. Почтальон пытался запихать ее в почтовый ящик, у меня здесь дома меня не было. Я пока ездил за Максом, пока мы ездили в русский магазин, закупались пирожками. Он, блин, ее вот так вот запихал просто мне. Сволочь поганая. Наполовину. Это сволочь поганая пососила и запихала мне ее как в почтовый ящик. Вот, а вот это вот висело, короче, вот так вот в почтовом ящике, то есть любой мог бы ее взять, прийти. В принципе, да. Катастрофа. Короче, от начала и до конца вообще полная фиаско. А вот здесь пришло, я ее отследил, да, я был дома, когда она пришло. Потому что с почтой ДХЛ, мы живем в Германии, у нас почта ДХЛ прекрасно работает. Где-то через 2 дня он мне ее прислал. Да? Я в воскресенье заказал, в среду получил. Сейчас посмотрим, что там внутри. Вот, чтобы его распаковать, нам ассистент нужен опять. Анастасия, или просто Настя, принесите нам, пожалуйста, ножик.
Или ножницы. Вы так общаетесь? Скальпель. Или скальпель, да. Скальпель в студию! Настя, принеси нам скальпель, там кого ты там препарировала вчера. Найди в кухне ножик или ножницы. И мы это сейчас дело все распакуем. О, отлично. Скальпеля нет у меня, я же не хирург, но есть ножницы. Ох ты ж, ничего себе он ее запаковал. Вот это называется, блин, натуральная вообще. Вот как чувак постарался, да? Да, мягкий. Во-первых, сразу рекламная брошюрка, пожалуйста. Вот настоящий такой это онлайн-магазин, да? Магазин, да. Он, блин, Давно, все наверное, сделал вообще отлично, молодец. Молодчага. Папа, Ну, посмотрите на это чудо. папа, Да, дочь? а если я в этом, в Амазоне заказала косплей, мне тоже вот эта вот штука будет? Если ты заказала в каком-то Наверное, нормальном будет. магазине, у тебя будет Ну, всегда Amazon. реклама. Амазон это не магазин. Амазон, он не Ну, магазин. он онлайн-магазин. Но он онлайн, он площадка. Амазон как eBay получается. А, Чтобы ты понимала, то есть на Амазоне куча продавцов собраны вместе, и куча магазинов как будто на Как eBay. Амазоне. И получается, что как бы ты покупаешь у какого-то продавца. Да? Есть Амазон сам продает вещи. Есть да? Амазон тоже, который сам продает, да. Вот, то есть, которые у него на складе лежат, соответственно, он тебе привозит прямо с Амазона. Если ты взяла прямо у Амазона, то, соответственно, тебе придет с Амазона. Если ты взяла у продавца, вот как я, допустим, вот это Rock-Shop, да, можно так сказать, RCK-Shop, переводится как Retro Gaming. Вот. У него просто рекламка такая. И, блин, офигенно запакованный картридж. Вот, картридж я что-то вот с Сегой мы тогда вот поиграли, да, и я загорелся. Помнишь, я тебе рассказывал, что насколько на меня повлияла эта игра? Ну так это. Мы, помню, когда сидели считай, с Максом. Считай, один из первых шутеров вообще. Да, Как и я рассказывал. С первого лица. Это игра, которая перевернула, в принципе, мое представление вообще о играх, потому что мы тогда, ну, когда вот с моим братом Ванькой мы посмотрели ее, мы увидели первый раз, как в нее вообще играть, мы бы не поняли вообще, что происходит. Ну да. Потому что раньше мы ни разу не играли в такие шутеры от первого лица, а это именно вот для поколения это тот скальпель? младшего вид из глаз. Мгм. То есть это шутер от первого лица. Соответственно, Zero Tolerance, ну, просто-напросто. Я помню, когда мы ее поставили, мы просто не поняли, что там двигается. Вообще, ну да. Сверху, Где ты, снизу, где сам, что, что где там, ты, ну да. где обычный человек, который как бы должен перемещаться справа налево или наоборот, или хотя бы снизу вверх. Ну да. Всего этого не было, то есть, и потом только через минут на 5-10 я такой, так это же вид из глаз! Это ты сам смотришь. Это же типа, ты сам это смотришь, ты. нифига себе! Кстати, такой увесистый картридж, на самом деле. Тут видно залеплено, видишь? А можешь ее отодрать потом. Ну, чего-то тут залепили. Вот, ну, увесистый картридж такой, 15-17 лет. Ну, что, Ну да, ограничение по возрасту уже было тогда, да? Deutsche Version. Но. Плюс еще пометка, что кабель должен быть, ну его, конечно, здесь нету в комплекте. Ну да. Кабель раньше они делали две сиги, чтобы соединить. А То есть зачем? был такой прикол. На двоих, чтобы играть? Да, чтобы играть на двоих, да. Ну Уже да. тогда мы знали, что это еще до игр по сети. Мы знали, что, блин, можно на две сеги соединить. То есть тебе надо два телевизора, Ну да, две консоли, да. два кабеля. Да, да. И два картриджа, естественно, да. И ты можешь просто-напросто вот по сети вроде как поиграть как бы, да. в эту Ну да. прекрасную вещь. Мне что понравилось, что тут мануал еще сохранился. Я вообще просто офигел. Instruction мануал. Хорошо. Вот. Обалденный. Это уж в хорошем состоянии еще. Но и он, причем, я смотрю, что он на разных языках даже. Я думал, тут только английский. А нет, смотри, немецкий есть. Немецкий, да. Это обалденно. Даже на немецком мануал. Точно, блин. Вот опцион, все на немецком. Вообще шик. Шикарно. И, соответственно, сам картридж, да, вот такие вот
У нас они были маленько другой формы, как я помню. А это у них... То ли они были у нас не лицензионные, или что? Они здесь вообще-то тоже такой же формы, который у нас, как ты говоришь... У нас они были покороче, что ли? Да, но так это нет, это, по-моему... Потому что это один из первых выпусков. Да? Они, то есть, были вначале вот такие, а потом они тоже как наши были, то есть наполовину такие урезанные, как бы. Нормальные картриджи, которые мы знаем вообще. А такие, да, некоторые игры есть. Ну, у меня никогда в Германии не было картриджа от Sega. Вот это первый картридж от Sega, который я держу в руках. Очень такой момент слезный, можно сказать. Большой. Это первый картридж, который от Sega Mega Drive, который я купил в Германии. Он внутри или это картридж это? Это картридж... Почему он такой большой? Он такой большой. Вот Настюха удивляется, что же это такое вообще, да? То есть сегодняшнее поколение даже и не знает, в принципе, что... Вот смотри, Switch картридж, если сравнить, да? Мелкий, да? Вот принеси от Switch картридж какой-нибудь, и мы сравним, и какой был на Sega, да? Это же вообще... Switch даже там, он же... Там как схемка, по сути дела. Вот, спасибо, ассистент Настюха. Вот, у нас есть такой, ну какую принесла картридж? Ну да, цель, да, конечно. Дочь у меня знает, какой картридж принести. Вот, по сравнению, да? Это же обалдеть просто-напросто. Такие сам картридж, да. Здесь же сейчас вот на свече... Схема же просто какая-то. Да, вообще. А тут получается плата целая. Сама плата там. Да, и там же еще было... Некоторые игры делали, чтобы записывать записи. Сейвы сохранялись устройство специально с батарейкой, помнишь? Да, с батарейками там, да. Вот, и, то есть, ну, это потрясающая вещь. Слава богу, что она дошла в целости и сохранности благодаря классному продавцу. Сейчас мы посмотрим, что мне прислал как бы этот чувак, который меня очень удивил. Я еще хотел у него написать ему, спросить, а где номер от ДХЛ? Где от этой... номер? Может, да, есть. Он решил сэкономить, просто мне вот так вот его запихал в этот и все. Посмотрим. Это реально какой-то либо частник, либо что? Ну, участник, ну, хотя вообще этот штамп у адреса стоит, да, вот. Ну, я надеюсь, что целая. О, целая! Слава тебе, Господи. Смотри, 89 Deutsche Mark. Нифига себе. Это еще Deutsche Mark стоят. И, наверное, какой-то этот магазинчик в Берлине. Шмёкер кабинет. Шмёкер кабинет. Bitte schön. Wissen Sie, das ist Шмёкер кабинет. Почему я взял Дюну? Потому что как раз после того, как я взял Zero Tolerance, я думаю, надо Дюну брать, потому что мы с братаном в один вечер мы познакомились как раз с этими двумя играми. Эти две игры просто-напросто добавили нам, наверное, сразу 10 извилин в мозгу. И перевернули просто все сверх надо. Да, потому что это стратегия, мы тоже ее как бы включили и не поняли, где и что, почему, блин, ни один чувак не бежит слева направо-то просто. Почему надо что-то делать? И почему их так много вообще иногда бегут, и все на тебя. И потом я тоже. Опять же через 10 минут говорю, так это ж солдатики! И понеслась. И мы поняли, что вот здесь даже вид сверху показан, мы поняли, что это стратегия. Причем такой классный вообще арт. Вот Dune 2 на немецком все написано Kampf um den Wüstenplaneten. Смотри, mit deutschen Texten und deutscher Sprachausgabe. Прикинь, макетниковый ход полностью на немецком языке. То есть, видно, тогда была, ну, наверное, редкость. Редкость были в основном на английском игрушки. Может быть, да. И вы представляете, полностью картридж. То есть полностью игра на немецком языке, включая аудио. Да. Наверное, да. Наверное, вообще-то. Кстати, надо смотреть еще. Это, наверное, было что-то. Надо немецких блогеров посмотреть, что они про это скажут. Вот. И тоже, ну, вообще арт, конечно, его просто так вот поставить куда-то прям в рамку, блин, хочется. Смотри, тут лейбл, лицензионка. Да. Сразу видно, тут получается у нас...
Вот она. Вот эти картриджи у нас и были. Вот он, как я знаю, обычные картриджи от Sega, которые у нас, в принципе, были в России, да? И у вас, наверное. Да, такие же и были, конечно. Ну, единственное, у нас-то были они не лицензионные все, блин, вот, но они были, не было вот этих не было, вот наверное, вот этой Сеги, наверное, надписи. Иногда была Сега, но да, вообще часто были вообще без всяких надписей вот этих вот, то есть без выгравированных. У вас в Киргизии, получается же, наверное, тоже с Китая все в России? Ну, конечно, или конечно, у вас... Китай все. Я родился в России, Китай, соответственно, в Сибири, а Максим, он родился в Киргизии, недалеко от города Фрунзе. Вот, и мы, в принципе, такие два типажа из разных, то есть разных областей Советского Союза бывшего, да, и нам интересно всегда сравнивать, как у нас было, как было в Киргизии, как было в России. Сейчас вот мы в Германии. В Киргизии, конечно, с этим раньше было, ну, только одни китайские. У нас именно лицензионных у нас, к сожалению, вообще не было. Ну, если где-то, ну, только где-то если достать. В принципе, могли, конечно, тоже люди себе, возможно, с той же Германии. Вот у нас в Германии, я только хотел сказать, с Германии очень много присылали картриджей. Ну, это только, да, если кто-то мог там прислать. Или если сам человек там в Германию съездил, например, и... Да. Там, знакомые там в Германии живут, и вот они присылали с Германии картриджи, ну а потом и диски. С дисками это была, я тогда уже работал в отделе видеоигр, вот я рассказывал, да, что Соньки присылали к нам с Германии, которые, да, они были не чипованные, и там, блин, вставляешь диск, просто красный экран, и он не идет, потому что другой код был. Постоянно ко мне в отдел приходили, блин, эти пациенты, как я их называл, пациенты, с этой больной проблемой, с головной этой. Да, там что эти региональные коды, то есть был но их надо было чиповать, получается, немецкие Соньки, и, ну, не было у нас лицензионки тоже никакой, в принципе, на Соньку тогда. А я же тебе рассказывал, что тоже, вот, где я работал тогда, когда вот, ну, на приставках-то тоже вот это, там же вот этот хозяин вот этого, как, ну, не магазин же, а как назвать-то это, блин? Комок. Это, ну, в общем, этого как заведение, уж не знаю, как назвать это вот. Он же просто купил, он был в Японии, купил там себе вот эту черную PlayStation 1, именно черного цвета. Сейчас она довольно, ну, как бы редкая вообще. Это вот черного цвета плеха, да, получается. Да, она именно черного цвета. В основном-то они белые были. Ну, не белые, а такие серого цвета. Ну, да, серого. Да. Вот этого, да. А черную, если честно, я даже вот ни разу в жизни не видел. Вот. В общем, да, вот эти два картриджа, соответственно, они у меня, я решил, что они у меня будут на всю жизнь, я их никогда, наверное, не продам уже больше. Здесь, например, тоже еще как... Да. Ну, они когда-то они висели. Они, наверное, висели, да, когда-то. В магазине вот так они висели, стопуди. Здесь уже обломилось, просто, но это не страшно. Здесь, да. Самое главное, что он выглядит обалденно просто. А здесь, видишь, здесь, наверное, тоже был вот этот от Sega. Ну, наверное, просто он это... Вот этот лейбл, который, ну, как... Ну, Зихер такой. Да, Зихер он. Как сейчас Xbox. Защита от копирования. Как Xbox 360 вот любят тоже такие всякие. Или Xbox One тоже они ж эти. Ну это наклейка, конечно, 89 Deutsche Mark. Это, конечно, блин, обалденно. Ну и у этого же чувака я как бы думал, что он... Я думал, что он мне нормально пришлет, а он вот видишь, как сделал. Но я зацепил еще одну, как бы она была недорогая. Сейчас мы ее достанем. И тоже вот игрушка, которая мне лично, она делает веселое настроение. Вот. Это Cool Spot. Обалденная вещь была. Вообще игрушка, которая, ну, всегда на ура проходила. Мы и торговали очень много. Хочешь, типа, на Сеге что-то поиграть такое, ну, для ребенка или что-нибудь такое. Тут даже ограничения, по-моему, не было для детей, да? Нет, ну, даже ограничения. Тоже Virgin, так же, как и Дюна, тоже разработчик Virgin, получается, Virgin Games. И Cool Spot, вот тоже картридж такой, который обычный.
Cool Spot это было просто, ну, обалденное, веселое приключение. Там, блин, первая музыка, это вообще, оттуда же карточка какая-то, смотри, для регистрации. Это карточка для регистрации. Я думаю, что блогеры показывают? Какие-то карточки. Что он там трясется над ней сидит? У меня карточка для регистрации в этой коробке. Ничего не да, это оказывается это незаполненная карточка для регистрации. Можно заполнить. Тут нет, ты такой карточки. Кто-то заполнил. Не полный пакет, блин, да. То есть вот это у меня на Cool Spot-то есть. И ты прикинь, какой мануал, блин. Обалдеть просто. Тоже, естественно, на многих языках. И я думаю, немецкий-то тоже, наверное, есть. Да, вот он, немецкий, соответственно. Мануальчик. Очень приятно будет посидеть, почитать. Вот. Ну, это как бы я взял, она что-то 20 евро стоила, блин. Я думал, да зацеплю ее тоже. А вот это как раз было для мануалов, смотри. А я даже не знал, для чего. Так они, поэтому коробки-то еще, кстати, они... Это вот она туда вставлялась, да. Они же даже делали, как бы, наверное, индивидуально, потому что вот на некоторых коробках вот он толстый, были такие, видишь, такие шарниры, как бы, по бокам, чтобы этот... Видишь, он прям туда вставляется и держится там. А, например, в этой коробке были такие шарниры. А тут такие шарниры, да. Вот они две разные коробки, получается, два разных крепежа. Одни здесь крепятся, да, а другие крепятся вот с этой стороны. Тоже интересно. Я даже и не задумывался. А вот тут, кстати, они обломаны. А тут они обломаны, да, поэтому этот мануальчик. Поэтому он так не держит. Ну, если я разживусь как-нибудь другими коробочками, тогда я, конечно, его заменю. Вот. В общем... Некоторых были, кстати, даже, вот они даже не здесь, а некоторые, по-моему, даже вот какие-то здесь были, как или этот мануал, он сверху еще картриджа мог вот так вот лежать, например. То есть, ну тут это разные, конечно, были, да. Ну, обалденно веселая подборка, то есть две серьезных игрушки, то есть, соответственно, вот Юна, Cool Spot, развлекуха, Zero Tolerance, культовая игра, которая перевернула мою жизнь с ног на голову.